Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я буду делать обзор на оракул семи энергий от издательства Hay House, автором которой является Колет Барон-Рид, создательница многих оракулов и таро, среди которых такие знаменитые колоды, как всемирно известная колода добра и света, оракул духа животного, оракул шамана-мистика. Премьера колоды состоялась 4 августа 2020 года. Упаковка твердая, матовая, с глянцевыми вставками. Как мы видим, художницей является Дженна Делла Граталия. Набор состоит из 49 карт и МБК. В описании говорится, что мощная энергия числа 7 присутствовала и отображалась в различных верованиях и культурах на протяжении всей истории. Также отображается и в вашей жизни. Мудрость числа 7 проявляется в том, как вы думаете, принимаете решения, с чем сталкиваетесь. Этот оракул, опираясь на силу семерки, показывает, как мы, как личности, проживаем свою жизнь, дает нам основу для выбора в процессе совместного создания нашей реальности. Под руководством мастера и эксперта Колет Барон-Рид вы можете пробудить силу источника внутри себя и стать каналом для божественного изобилия и чудес. Цена почти $30. Итак, упаковка на магнитной застежке. Первое, что мы видим, надпись «Совместно создавайте свои самые красивые и значимые проявления». Также имеется надпись и сбоку «Жизнь волшебна, ты волшебный». У нас есть атласная лента для более удобного извлечения карт и инструкции. Итак, начнем с МБК. Первое, чем бы я хотела сказать, что я буду стараться во всех обзорах оракулов подробно разбирать инструкцию и для примера читать интерпретацию одной карты, чтобы вы могли понять для себя, будет ли вам этот оракул служить, достаточно ли для вас будет в нем информации или нет, ведь в каждого из нас свой уровень владения картами, своя финансовая ситуация, не каждый может позволить себе купить колоду, и если она не понравится, оставить пилиться ее на полке. Не каждый также хорошо владеет английским, чтобы понять с иностранных обзоров, хорошо ли все прописано в инструкции или имеется только вода. Моя задача – дать вам максимальное количество информации, чтобы вы могли определиться с колодой. И поэтому, если вам важен только изобразительный ряд, то можете сразу перейти к обзору карт. Внизу в инфобоксе размещены тайм-коды. Итак, инструкция отличного качества, без иллюстраций, черно-белая, прослужит долго. В содержании мы можем увидеть, что все карты разделены на 7 секций, то есть энергии. В каждой по 7 карт. Это у нас земля, вода, огонь, любовь, звук, свет и мысль. Итак, введение. В нем дается такая более общая информация о семерке, о энергетических центрах в системе чакр. Дальше, как работать с оракулом. Здесь более общая информация, например, что такое оракул и каким образом он работает. Темы для колоды. Здесь более подробное описание структуры,
которые построены на 7 цветах радуги и психодуховной мудрости 7 энергетических центров. Как я говорила ранее, 49 карт оракула поделены на 7 энергий. Таким образом, первая энергия – красный цвет, земля – это деньги, семья, унаследованные черты, безопасность, стабильность и материальный мир. Вторая энергия – оранжевый цвет, вода, сексуальность, близость, рождение, желание, удовольствие, чувства. Третье – желтый цвет, огонь, личная сила, воля, действие, движение, радость, гнев, трансформация. Четвертое – зеленый цвет, любовь, сострадание, любовь, прощение, внутренний мир и целостность. Пятая энергия – небесно-голубой, звук, общение, творчество, идеи, обмен. Энергия 6 – пурпурный цвет. Это свет, это интуиция, видение, воображение, знание, восприятие. Седьмая энергия – это золотисто-белый, мысль, это духовность, преодоление эго, освобождение, понимание, мудрость. Дальше информация о том, как работать с оракулом, то есть работайте в удобном для вас месте. Если хотите, можете помолиться, здесь также имеется сама молитва. Как задавать вопросы, примеры вопросов, как читать карты. Здесь говорится о том, что колода предназначена только для чтения прямых карт. Дальше. 1- и 2-карточные расклады. 2 версии 3-карточных раскладов и 7-карточный расклад. Дальше автор рассказывает о своих ощущениях по поводу колоды, дает пример интерпретации и также сообщение от автора по поводу данной колоды. Здесь как бы нет ничего интересного, это полностью сама вода. Дальше. У нас значение карт с указанием, к какой энергии они относятся. Давайте на примере рассмотрим первую карту «Магия Земли». Вот такую красивую карту. Итак, ключевые понятия: быть заземленным в природе, тихое и темное место, где все начинается, где энергия сначала зажигается перед тем, как проявиться. Зная, что ты часть Земли, знай, что она является частью тебя. Магия Земли говорит о внутренних отношениях, которые вы и все живые существа имеете с сознанием Земли, также известной как Гая. Представьте себе дуб, который начинает свое путешествие как желудь, собирающий необходимую ему жизненную энергию из земли, чтобы он мог прорасти. Поскольку вы являетесь частью природы, следуйте одному и тому же циклу проявления. Все, что вы есть, ваша эволюция и успешное воплощение ваших мечтаний начинаются под поверхностью сознания. Пока не приходит идея, не укореняется убеждение и не может быть посажено что-то значимое. Помолчите на мгновение. Успокойте свои мысли и представьте, что вы привязываете свою энергию к священному качеству быть частью этой живой земли. Делайте это осознанно, чтобы соединиться с этим божественным разумом, способным создавать идеальную форму из сущности крошечной искры жизни. Действительно, это чудо. Послание в том, чтобы поверить в то, что семена, посеянные вами на поле своей мечты, находятся в надежных руках. Земля – это сознательный божественный источник любви, который выполняет свою роль от вашего имени. Притормозите, окунитесь в красоту своей жизни сейчас и верьте, что то, что вы намереваетесь сделать,
получает питание и растет. Позже у вас будет достаточно времени, чтобы ухаживать за своим садом. Великая магия прорастает под землей, пробираясь на поверхность, чтобы принести больше благословений, чем вы можете себе представить. И в конце МБК использованная литература, благодарность о художнице, о авторе и также реклама приложения издательства. Я думаю, с МБК мы можем уже наконец-то закончить и перейти непосредственно к картам. Вот таким образом выглядит у нас рубашка, как радужный вихрь. Качество печати и цветопередачи отличное. Карты матовые. Вырубка хорошая, ничто не осыпается, не кошлатится, но, знаете, в большинстве картах вырубка вот такая гладкая. Здесь она, шершавая, честно скажу. Следующее, что мне не нравится, это качество картона. Качество, ребята, отвратительное. Практически в каждом обзоре, практически во всех отзывах, комментариях к данной колоде вы найдете данную жалобу. Знаете, вот, тонкие, плотные, но они долго не прослужат. Знаете, мне кажется, лучше бы сделали не такую навороченную упаковку, или лучше бы автор не создавала дневника к данной колоде, а вложила деньги в качество и плотность картона. Знаете, мне кажется, что сейчас для нее в приоритете уже не те колоды, которые она создает, а деньги. Да, я не говорю, что карты должны быть такими плотными, как, например, Хорошее Таро или Оракул Мистика Шамана, но хотя бы немножко поплотнее. У нее в Колет Барен Рид с каждым годом в ее колодах ухудшается качество. Вот это не стоит $30. Но я думаю, с возмущениями мы тоже можем закончить и приступать непосредственно к изобразительному ряду. Итак, поехали. Каждая карта вот здесь обозначена своим цветом, чтобы можно было лучше понять, к какой энергии она относится. Итак, первая энергия – это Земля. Магия Земли. Корни изобилия. Машина времени. Великий и полный. Тело и душа. Это то, что есть. Глубокое дыхание. Вторая энергия. Вода. В себе я вижу. Поцелуй розы. Близкие встречи.
совершенная гармония, приносить плод, чувствовать мир, красивая распаковка, третья энергия. Огонь. Мощный ход. Королевское я. Ну, действительно, карты волшебные, карты очень красивые, и изображения. Рассказчик. Сила цели. Пробуждение льва. Веселый мотив. Разоблачение и раскрытие. Посмотрите. Четвертая энергия. Любовь. Нежные объятия. Исцеление сердца. Отпусти. Пернатые птицы. Великая большая любовь. Большая симфония. Сломанный. Пятая энергия. Звук. Пробуждение гения. Сияние насквозь. Зов музы. Успокоение разума. Широко открытые уши. Открытие для открытия. Сказка. Шестая энергия. Свет. Видеть дальше. Дар оракула. Бесконечные возможности. Желание звезды. Земля между. Взгляд выше.
или можно перевести как более широкая перспектива. Дым и зеркала. 7-я энергия. Мысль. Дух благодарности. Божественная матрица. За гранью обычного. Неизведанное море. Мне вот эта карта напоминает одну из карт из ее мудрость оракула. Неизведанное море. Священное почтение. Волна магии. И готовность к освобождению. В заключение я могу сказать, что колода нежная, красивая, подойдет для всех любителей волшебства, а также тех, кто хочет работать с энергиями. Но вот эти все позитивные стороны, к сожалению, как по мне, омрачает качество картона. На рынке сейчас очень много красивейших колод с хорошим качеством. И, кстати, в оракуле, который вышел от этого автора в этом году, сон шамана, поговаривает, что качество еще хуже. Так ли это или нет, мы проверим в следующем месяце, когда я буду делать обзор. Да, она скоро должна приехать ко мне. Ребята, честно, моему возмущению нет предела. Если у вас имеются лишние $30, или же вы готовы работать очень аккуратно с данной колодой, смело покупайте. Если нет, подумайте хорошо, а стоит ли она своей цены, или может все-таки приобрести другой оракул. Напишите в комментариях, как вам эта колода, понравилась ли, может есть она у вас. Знаете, мне ваше мнение важно не только для развития канала, но и для меня лично. Спасибо всем, спасибо, что досмотрели до конца. Желаю всем хорошего дня, до новых встреч. Пока-пока.